что я продышалась, и, Мгм. я обычно, когда дышу, у меня редко бывает, что вот, ну, у меня обычно во снах всё приходит. Я продышалась Да-да-да-да. вечером и пошла спать. И я вхожу вот в это состояние. Я вот когда засыпаю, у меня очень приходит много что, и потом во сне это всё показывается. И вот сегодня я написала, сегодня, когда дышала, я даже проревелась, и такого никогда не было. То есть до меня начали вот, ну, сходиться в Мгм. моем сознании вот эти все Супер. вместе, как бы, да. Да-да-да. Просто это порой тяжело написать, то есть это настолько вот, ну, очень объем большой. Да, ну, но самое главное, смотри, самое главное описать какую-то ситуацию. Я вообще благодаря вам, я сейчас единственное, что я изучаю, это я пошла психологию. Да, я Мгм. женщина. У меня просто волосы дыбом от того, я когда смотрю на себя в прошлом, я на какую-то сумасшедшую смотрю. Я сейчас мы с сестрой, то сестра тоже как бы мы вместе идем, и мы смотрим на людей просто как на каких-то сумасшедших, то есть люди не в себе, то есть Да. То это есть вообще, я смотрю. эзотерика и психология, можно сказать, это две вещи внешне очень похожие, но которые идут в противоположных направлениях. Я сейчас как раз и работаю над информацией, чтобы это выложить, вот это основные отличия психологии от эзотерики. Потому что эзотерика человека делает сумасшедшим. Она уводит Сумасшедшим, да. человека от самого себя. Вот. А мы должны все вопросы искать только в себе. Что если мы ищем ответы или помощь, или что-то еще во внешнем пространстве, это все, это эзотерика, это уход от реальности. Потому что Мгм, мгм, реальность такова, какая она есть. Вещи нужно мгм. называть своими именами. Каждая вещь имеет свое предназначение и инструкцию к использованию. Если телевизор показывает, а сковородка жарит, то поменять функциями это, ну, да, можно, один раз можно. Можно сжечь телевизор и на костре поджарить яйцо. Это можно сделать, но один раз только. То же самое происходит и с человеком, который занимается эзотерикой. Эзотерика уводит человека. Любой гипноз, сколько бы их там не было, любые даже вот эти аффирмации, которые направлены на помощь извне, Мгм. это тоже все вредит. Это закрывает подсознание, это закрывает человеку путь к освобождению. То есть человек не чувствует свободы, и он не чувствует авторства своей собственной жизни. Мгм. Да, так и есть. Именно Потому, авторство. потому что все, мы все выбираем. Только мы сами выбираем. Мы выбираем во что-то одеться, мы выбираем, что покушать, мы выбираем, кого слушаться, или себя, или кого-то. Но это все равно наш выбор. Если нам 150 человек сели и нам что-то насоветовали, и даже если мы выбрали чей-то совет, то все равно мы выбрали этот совет. То есть и переваливать вину на кого-то тоже неправильно. Это наш выбор. И так, Мгм. если разобраться, так оно есть в основе.